Друзья, всем привет! Я что-то в последнее время проникся историей под названием кастомные прошивки, ну и в принципе чистый Android, и сегодня хочу вам рассказать о том, что уже можно установить на Poco F7 порт Android 17. Пока еще многие аппараты компании Xiaomi не получили свежее обновление до актуальной версии Android, мы уже на смартфон Poco устанавливаем Android 17 Beta 1. Что нового, что интересного, какие новые фишки добавляются, вы узнаете в этом видео. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Чтобы вы не думали, мол, это какой-то скам или еще что-то, давайте мы с вами проследуем в раздел о телефоне. Далее с вами зайдем в версию Android и можете поставить на паузу и посмотреть следующую информацию. То есть первое, что бросается в глаза, это версия Android. Собственно, это Cinnamon Bun или Bun, что в переводе у нас гласит как улитка с корицей, ну или же булочка с корицей. То есть компания Google не перестает называть свои новые версии Android какими-то хлебобулочными изделиями и такими интересными названиями. И, собственно, эта прошивка с пикселя. Это портированная прошивка, которую вы уже сегодня можете поставить на смартфон Poco F7. И пока лишь только на него. В описании будет ссылка на пост с этой прошивкой. Вкачайте там без всяких проблем, без подписок, без ничего. И с помощью скрипта Fastboot вы устанавливаете эту прошивку. Вообще, в целом, что под собой несет 17 Android Beta 1? Пока что лишь это только подготовительные такие моменты к полноценному там релизу, к полноценным там сборкам, которые будут в дальнейшем. Но уже сейчас также эта сборка Android 17 Beta 1 несет в себе те изменения Android 16, которые повыходили в недавнем времени. Но сначала о фишках именно Android 17. Первая фишка, которая заявлена разработчиками, это то, что меняется стиль ползунка громкости. Да, выглядит весьма неплохо, а если мы с вами еще дополнительно раскроем возможности этого ползунка, то здесь вообще куча всего нам проявляется. И где-то в сторонке плачет компания Xiaomi со своей HyperOS. Опять же, как это реализовано в других оболочках, я не подскажу, потому что я лишь только сконцентрирован, ну, допустим, ладно, на вот чистом Android, на iOS и на, соответственно, HyperOS, что там в Realme UI нынче, что там в ColorOS и других оболочках, там и что у нас там есть еще One UI и так далее, я не знаю. Но вот именно эта история, как тут это реализовано, выглядит очень даже. Я бы пожелал бы, чтобы компания Xiaomi вообще в принципе когда-то там добавила это в HyperOS. Следующая тема, которая также появляется в этом новом Android 17, это немного вида изменяют ползунок регулировки громкости. По сравнению с 16 Android, опять же не скажу, что какая-то революция произошла, но немного его перерисовали. Также, как вы можете заметить, остается концепция нового материал дизайна. Получается, это там какая-то третья уже итерация, которая все так же совместима или же синхронизирована с темой Monet, и, соответственно, разработчики тут немного что-то таки доперерисовывают, и оно, конечно же, отличается от того, что было еще в тех далеких андроидах, когда Material U, соответственно, был внедрен. Также, как было заявлено, что разработчики поработали и над самими разделами. Что это имеется в виду? То есть между там всеми этими параметрами, между подразделами не совсем такие и огромные отступы можно теперь найти. Как-то более компактно теперь это все выглядит. Если вы любитель понастраивать что-то дополнительно, вы еще можете гибко поиграться с настройкой виджета поисковика Google. Но поскольку это портированная прошивка с пикселя, к сожалению, на Poco F7 настройки этого виджета, увы, недоступны. Там, кстати, вы можете выбирать все то, что вы хотите видеть именно в этом виджете. Хотите там искусственный интеллект, хотите распознавание по фото, в общем, там все очень гибко и круто реализовано. Где-нибудь здесь оставлю вам скриншот того, как это в реальности должно выглядеть, и вообще, что вас будет ожидать в дальнейшем. Опять же, если вы владелец смартфона Pixel, ну или же если вы хотите поставить такую портированную прошивку. Кроме всего этого, также было еще найдено упоминание такой темы, как handoff. Это та самая тема, которую можно перевести на понятный для вас язык, то есть взаимосвязанность, которая есть в компании Xiaomi. Или же для еще большего понимания, это, как грубо говоря, экосистема Apple.
То есть вы на смартфоне Pixel выполняете какое-то действие, у вас есть другое устройство Pixel, ну или же там устройство, которое в принципе с этим hands-off будет совместимо, вы туда перекидываете эту задачу и на том же устройстве вы это можете доделать. Опять же, Google к этому приходит лишь только сейчас. Собственно, это и все были изменения, которые можно отметить в Android 17 Beta 1. Да, не слишком их много, и как бы-то вы понимаете, что в бетка это в принципе как бы задача такова, чтобы ее просто запустить и посмотреть, как оно будет работать. Что еще интересного разработчики добавляют? Мне, кстати, очень понравилась вот следующая тема, то есть мы блокируем экран. Дальше, кстати, вот здесь можно так на часы понажимать. Ну, слушайте, это прикольно, вот динамические часы реализованы. Очень хотелось бы это увидеть в HyperOS, но, как мы с вами понимаем, увы, этого не будет. Так вот, следующая фишка, которая проявляется в новых сборках, это виджеты на заблокированном экране. Очень, кстати, удобно. Тут вы получаете быстрый доступ к той информации, которая вам необходима. Я вот, допустим, себе выставил использование, в принципе, смартфоном, выставил актуальную зарядку, кстати, если вы еще сюда подключаете Bluetooth устройство, и они в этой статистике также отображаются, ну и, в принципе, виджет от Google, который несет в себе актуальное время и, соответственно, погоду. Еще что примечательно для этого порта. Тут, как вы могли заметить, рабочий отпечаток пальца. Потому что не каждый порт, не каждая такая сборка там или еще что-то, или какой-нибудь релиз может этим похвастаться. Потому что, ну, обычно такие порты, они идут там урезанные, там то камера не работает. Да, кстати, здесь камера все-таки не работает, так что не думайте, что, в принципе, это можно на повседневе использовать. А вот то, что здесь есть возможность именно завести отпечаток пальца, это, конечно же, очень хорошо. Если вы используете смартфон в так называемом Family Link, то для вас есть интересная информация, что в новых сборках Android 16, ну и соответственно в 17 ведре, появляется полноценный раздел под названием «Родительский контроль». Тут вы можете выбирать дневное ограничение, ограничения по приложениям, доступ по расписанию, фильтрация контента, ну и так далее. И плюс еще дополнительно можно через эту менюшку установить себе Google Family Link. Да, очень удобно, я думаю, что те родители, которые в принципе пользуются вот экосистемой Pixel, или же в принципе, которые используют чистый Android, для вас эта тема будет очень и очень полезной. Так же, как еще было заявлено в последней версии Android 16, для рабочего стола была улучшена история под названием значки. И то есть, что тут имеется в виду? Кроме того, что есть у нас стандартный, там, грубо говоря, каноничный круг и, ну, вот такого плана, у нас еще добавляются дополнительные там ромбовидные, и вот еще, кстати, такого плана добавляется история. Да, кстати, для кастомизации это очень неплохо. Я вот относительно недавно делал обзор на Lineage OS, и там многие писали, что вот кастомизация именно в таком проявлении это плохо, что вот в оболочках там пошло все куда дальше. Опять же, если мы отталкиваемся, допустим, от той же HyperOS и компании Xiaomi, там даже оно и не начинало никуда идти. То есть там вот как значки есть по умолчанию, так в принципе они и остаются. Да, можно играться темами, но темы это не всегда хорошо и не всегда полезно. Вообще, если так абстрагироваться от всего того, что есть на сегодняшний день в моем пользовании, то мне бы было бы интересно, конечно, попробовать оригинальный Google Pixel и, в принципе, чистый Android в реальном его проявлении. Потому что все эти АОСПы, кастомы, там еще какие-нибудь портированные прошивки, это не совсем то, что нужно. А ведь хочется именно вот взять оригинал именно в том виде, как оно должно работать. В целом, как вы могли заметить, что Android 17 пытается следовать современным трендам, где-то дизайн подпилили, где-то что-то новое добавили, где-то ползунки подпилили, где-то там еще что-то улучшили. Ну и понятное дело, что чистый Android это реально та операционная система, которая без всяких дополнительных надстроек, оболочек и прочего, которая работает в том виде, в котором она и должна быть. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но опять же, допустим, та же самая iOS и Android в том виде, в котором он есть, задает тренды для остальных производителей, чтобы добавлять какие-то новые фишки, ну и тому подобное. Я же, в принципе, остался доволен, выглядит очень неплохо, и я надеюсь, что компания Xiaomi не будет медлить с выпуском своей прошивки HyperOS 3 под управлением Android 17. Ведь в скором времени уже презентация Xiaomi 17 на глобальном рынке, ну и, возможно, разработчики под шумок, под всю эту историю также выпустят эту прошивку. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся.
Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.